Привет, рукодельницы! Меня зовут Елена, и вы на моем канале Легайка. Сегодня я хочу продолжить процесс вязания вот этих тапочек. В этом видео я покажу, как вязать деталь верха и как ее прикрепить. Как я связала вот такую подошву, у меня есть отдельное видео. Подсказочка будет вот здесь сверху, и в инфобоксе с описаниями под видео я прикреплю ссылочку, как вязать стельки и соединять их соединением в подошву. А сегодня давайте свяжем вот такую деталь верха. Я тут немножечко покреативила. И присоединим ее к подошве дополнительной обвязкой. И я покажу, как я присоединяю эту подошву, чтобы не было каких-то дополнительных отклонений в форме самого тапочка. Значит, вяжу я эти тапочки из разных нитей. Нить трикотажная, изнаночной нарезки. Я вяжу из нити производителя Yarn Cotton. Рекомендую, давно пользуюсь этой нитью, и обслуживание при покупке мне очень нравится. Использую, значит, вот нить 7-9 миллиметров изнаночной нарезки. Использую крючок 4,5 как при вязании подошвы, так и при вязании детали верха. Примерно на такие тапочки у вас уйдет около 1,5 мотков трикотажной нити. Что еще сказать? Значит, вот такую деталь верха можно, в принципе, крепить на любую форму стельки. И не только на двойную подошву, но и, естественно, на одинарную, которая клеится на микропористую или Эва резину. О размерах детали верха расскажу в течение всего видео. Здесь размер тапочка у меня получился, длина стельки, исключая, вернее, обвязку, 25 сантиметров, размер 38-38,5. Ну, а теперь давайте начнем. Вяжу я вот по этой схеме. Схема, в принципе, для левого и правого тапочка одинаково. Единственное, идет различие вот по последнему ряду. В одной детальке я делаю конечную прибавку в конце, а в другой детальке я делаю вот эту вот прибавку конечную в начале. Начинаю с 12 воздушных петель, набор обычный. Оставляю хвостик, момент еще один. Оставляю хвостик сантиметров 50 где-то, для того, чтобы потом вот этим вот хвостиком присоединить детальку. И в конце я оставлю тоже хвостик, которым буду присоединять другую половину. Начинаю набор обычной воздушной петлей и провязываю 12 воздушных петель, 11 из которых будут рабочими петлями, и одна будет петлей подъема. Я вяжу достаточно плотно, ниточку вытягиваю не очень сильно. 10, 11, 12 петелек. Теперь, соответственно, в схеме вот у меня 11 петелек будет рабочих, и одна у меня петля подъема. И дальше я вяжу первый ряд столбиками без накида, и в конце ряда делаю воздушную петлю подъема. Начинаю первый ряд со второй петли от крючка. Вот первая петелька у меня, вот вторая. Вот сюда за крайнюю, за
изнаночную дужку. Изнаночная дужка у нас сзади косички. И вот сюда, вот она. За изнаночную дужку ввожу крючок и захватываю нить, вытягиваю ее. На крючке 2 петельки. Захватываю ниточку и протягиваю ее через 2 петли. Провязала столбик без накида в изнаночную перемычку. И дальше продолжаю также до конца ряда. Деталь верха я вяжу 2 цветами. Провяжу первый ряд и последний ряд одним цветом, а основное полотно я провязываю другим цветом. Нити я не соединяю, я просто оставляю хвостики, а потом эти хвостики убираю в подошву. Ну, во-первых, это меня устраивает, потому что нет дополнительных узлов каких-то, какого-то соединения. И, во-вторых, хвостики прячутся, и я уже 100% знаю, что они никогда никуда не вылезут ни после стирки, ни во время носки и не испортят вид изделия. Предпоследняя петелька и столбик без накида. И вот последняя петелька от первой воздушной петли. Ввожу сюда крючок и провязываю последний столбик без накида. Провязала 11 столбиков. Да, вот момент. Значит, вот этот последний столбик при смене цвета я провязываю не этой нитью основной, которую вязала, а беру уже другую нить. Оставляю хвостик сантиметров 10-15 для того, чтобы было потом удобнее прятать его в тело подошвы. И вот этим другим цветом уже провязываю воздушную петлю подъема. Этот цвет можно, первый я обрезаю, тоже оставляю сантиметров 10-15 для удобства. И продолжаю уже другим цветом. Делаю воздушную петлю подъема, соответственно, схеме. И продолжаю второй ряд. Во втором ряду я провязываю 10 столбиков без накида. И в конце, в последнюю петельку, делаю прибавку из столбиков без накида. Вяжу в первую перемычку, за первую перемычку завожу крючок вот от крючка сразу в первую и вяжу столбики без накида. Столбиков без накида мне нужно провязать 10 штук. В конце ряда, в последнюю петельку, я буду делать прибавку из столбиков без накида. 10 столбиков без накида, последняя петелька у меня также за обе перемычки. Я провязываю прибавку из 2 столбиков без накида, это значит в одну перемычку вяжу 2 столбика. Прибавочка готова. Не забываю делать опять же петлю подъема и переворачиваю изделие на другую сторону и смотрю третий ряд. В третьем ряду я уже провязываю 11 столбиков без накида и в последнюю петельку провязываю также прибавку, как и в этот раз. Начинаю опять же в первую перемычку и продолжаю вязать. Провязала 11 столбиков, у меня осталась последняя перемычка, я завожу крючок и провязываю 2 столбика без накида за одну перемычку. Прибавка сделана. Третий ряд провязали. Воздушная петля подъема для перехода на следующий ряд. И следующий ряд четвертый. В четвертом ряду я провязываю 3 столбика без накида и затем вяжу 7 воздушных петель. И заканчиваю ряд также 3 столбиками без накида. Если вы не хотите делать вот такой вот элемент,
то вы можете провязывать весь этот ряд обычными столбиками без накида. То есть в первую перемычку я ввожу крючок и начинаю ряд. 3 столбика без накида. Затем 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Если вам будет сложно искать здесь с конца перемычки, вы можете посчитать их по полотну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот сюда вот в 8-ю перемычку после счета я ввожу крючок и провязываю столбик без накида. И еще 2, чтобы закончить ряд. Воздушная петля подъема. Перешла на 5-й ряд. В 5-м ряду я начинаю столбиками с одним накидом. У меня будет прибавка, затем я перехожу на полустолбик и дальше вяжу полотно столбиками без накида. Для того, чтобы у меня был нормальный край, не стянутый, я делаю еще одну петлю подъема. То есть петель подъема у меня будет 2 перед этим рядом. Дальше поворачиваю изделие и провязываю прибавку из 2 столбиков с одним накидом. Делаю накид на крючок, ввожу крючок за перемычки, вытягиваю нить, на крючке 3 петли, захватываю нить, протягиваю ее через 2 петельки на крючке, 2 петли остается, захватываю еще раз нить и протягиваю ее через оставшиеся 2 петли. Прибавка из 2 столбиков с одним накидом сделана. В следующий столбик я делаю, в следующую перемычку я делаю полустолбик, делаю накид на крючок, ввожу крючок за 2 перемычки, вытягиваю нить, на крючке 3 петли, захватываю нить и протягиваю эту нить сразу через все 3 петельки. Таким образом получается полустолбик с одним накидом. Дальше мне нужно провязать 9 столбиков без накида. 1 столбик без накида я провязываю еще в основное полотно, в шляпку столбика без накида. Затем вот у меня цепочка из воздушных петель. Я ее поворачиваю и продолжаю вязать столбики без накида за заднюю перемычку, за изнаночную. Первая перемычка вот здесь. Вот она. Завожу крючок и провязываю столбик без накида. И таких столбиков за задние перемычки, так как у нас было 7 воздушных петель, значит 7 перемычек у нас здесь будет. То есть я провязываю 7 столбиков без накида. И вот последняя перемычка. Так, вот еще одна последняя, да. Извините. Вот она. Вот у этой петельки, видите, вот она петелька, у нее задняя перемычка. Провязываю 7. Все, 7 столбиков. Дальше 8 столбик. Продолжаю столбик без накида. Еще один. Это будет уже 9 из столбиков без накида. Здесь 9 штук. И дальше в следующую перемычку провязываю полустолбик с одним накидом. То есть протягиваю ниточку сразу через 3 петли на крючке. Далее делаю прибавку из 2 столбиков с одним накидом за последние 2 перемычки. Провязываю 2 столбика с одним накидом. И 5-й ряд у меня готов.
Перехожу на шестой. В шестом ряду я вяжу столбики без накида, весь ряд. Поэтому здесь делаю одну воздушную петлю подъема, перехожу на другую сторону изделия и продолжаю вязать столбиками без накида. Таких столбиков будет 15 штук. Вяжу до конца ряда. Связала шестой ряд. И теперь у меня в седьмом ряду будут тоже прибавки из столбиков с накидами. Поэтому я делаю 2 воздушные петли подъема. Переворачиваю изделие и за первую перемычку провязываю прибавочку из столбиков с одним накидом. То есть 2 столбика за одну перемычку. Продолжаю полустолбиком с одним накидом. И дальше вяжу полотно из столбиков без накида. Вот у меня седьмой ряд. Провязываю, оставляю 2 петли в конце, 2 перемычки, вернее, вот эти 2 для прибавок. Все остальное полотно провязываю столбиками без накида. Провязала 11 столбиков без накида, оставила 2 перемычки. И теперь в первую перемычку провязываю полустолбик с одним накидом, а во вторую перемычку прибавку из столбиков с одним накидом. И перехожу на 8 ряд, делаю одну петлю подъема, переворачиваю изделие и 8 ряд провязываю столбиками без накида. Весь ряд от начала до конца. Первую перемычку начинаю и вяжу дальше весь ряд. 17 столбиков без накида провязала. 8 ряд заканчиваю воздушной петлей подъема. Перехожу на 9 ряд. 9 ряд. 9 ряд у меня будет последний. В 9 ряду, в последнем ряду я опять же меняю цвет. То есть не довязываю последний столбик без накида. Беру ниточку другого цвета. Оставляю хвостик сантиметров 10-15 и провязываю, заканчиваю столбик без накида последний. Делаю воздушную петлю подъема. Переворачиваю изделие. Основной цвет, ниточку можно отрезать, чтобы она не мешала. И 9 ряд. По поводу 9 ряда я ссылочки дам на схему, и схем там будет 2. Но покажу я сейчас одну, чтобы не занимать время. Значит, 9 ряд. В одном случае я провязываю прибавку в первую перемычку, то есть в начале 2 столбика без накида за одну перемычку и продолжаю вязать столбиками без накида до конца ряда и заканчиваю ряд обычным столбиком без накида без прибавки. В этом случае я вяжу весь ряд столбиками без накида и только в последнюю перемычку делаю прибавку. Для чего я это делаю? Когда присоединяла деталь, то когда мы вот присоединяем деталь, как мы носим тапочек, да, у нас получается, если одинаково, просто так эстетичнее выглядит и удобнее. У меня получается вот этот край, который внешний край, он будет немножко расширен чуть-чуть, и это более удобно и при модели, когда смотришь визуально на тапочек, и естественно при носке. Поэтому вот я решила сделать так. Собственно говоря, когда я вяжу вот по таким схемам верх тапочек, я всегда так делаю.
На некоторых модельках даже в последнем ряду делаю прибавку столбиками повыше. То есть либо полустолбиками, либо столбиками с одним накидом. Это в зависимости уже от стельки, от модельки, ну и от рисунка. Иногда даже, когда другим рисунком, каким-нибудь декоративным вяжу, стараюсь удлинить один из краев. Вот довязываю до конца. Остается у меня последняя перемычка. Вот это. И в нее я провязываю прибавку. Все. Теперь делаю воздушную петлю подъема. И такой момент. Если вы хотите делать обвязку тамбурным швом по контуру тапочка для вот уплотнения, чтобы плотно форма держалась, чтобы тапочек не деформировалась деталь верха и не растягивалась, то я продолжаю дальше так вот вязать. Если же вы не хотите этого делать, то вы отрезаете просто нить и оставляете хвостик. Делаю воздушную петлю подъема, переворачиваю изделие и во вторую от крючка перемычку ввожу крючок за обе, захватываю нить и вытягиваю ее, пропуская через воздушную петлю на крючке. Сделала соединительный столбик, дальше во вторую перемычку ввожу крючок, также вывожу. То есть вот это вот соединительными столбиками такой шов называется иногда еще тамбурным, некоторые его называют. Окантовочный вот такой шов. И вяжу до конца изделия. Здесь важно не затягивать их сильно, а давать некоторую слабиночку, подтягивать, чтобы форма, вот это вот последний вот этот ряд, он был не такой жесткий, потому что это все равно как бы будет чувствоваться. И во-вторых, чтобы не портил вид изделия сборками. Такое тоже может быть. Довязываю до конца. Вот последняя перемычка у меня. Также провязываю и вытягиваю нить. Нить вытягиваю примерно столько же, сколько я оставляла вот здесь вот этот хвостик. Я говорила, этим хвостиком буду здесь соединять, этим хвостиком буду соединять с другой стороны. Вытягиваю нить, обрезаю ее и закреплю. То есть ввожу крючок туда же, в ту перемычку, в центр, откуда вышел хвостик, за крайнюю какую-нибудь дужку вытягиваю ниточку и закрепляю. Все. Вот здесь визуально теперь видно, что один краешек у нас получается чуть побольше, другой тупой. Теперь нужно будет обвязать вот эту деталь. Беру нить, которые у меня были связаны первые и последние ряды. Значит, вот этот вырез у меня был сделан из 7 воздушных петель. То есть здесь у меня 7 перемычек от основного ряда, 7 перемычек от цепочки из воздушных петель. И я, значит, провяжу здесь также тамбурным швом обшивку, но за крайнюю дужку, которая ближе ко мне, за одну. И сделаю здесь по углам по 2 петли для красивого соединения сторон. Ввожу с краю, не с первой, потому что здесь у меня будет соединение, а со следующей. Захватываю нить, протягиваю, оставляю небольшой хвостик, где-нибудь сантиметров 10, не больше, больше не надо. И за крайнюю дужку, которая лицевая, ближе ко мне смотрит, ввожу крючок,
захватываю нить и также провязываю тамбурным швом. Тоже сильно стягивать не надо, но и сильного расслабления тоже не нужно, потому что иначе она будет торчать. Так некрасиво. Так, провязала. Вот у меня закончились перемычки на одной стороне. Теперь здесь я делаю по диагонали, завожу крючок посередине сюда, между рядами у меня получается, вытягиваю нить и перехожу на другую сторону. Вот у меня крайняя перемычка, я за нее ввожу крючок и также захватываю нить и вытягиваю. И продолжаю дальше уже по другой стороне. Отвязываю. Так. Вот у меня еще последняя перемычка здесь есть. Вот она. Я ввожу, провязываю через нее. Теперь также ввожу сюда между рядами крючок, вывожу петлю. Подтягивает где-то. Угу. Дальше у меня осталась на этой стороне вот эта перемычка. Тут у меня провязано было, но я начинала не с первой, иначе оно бы тут подтягивало, и у нас бы вот этот уголок получился не очень аккуратно. Завожу крючок и вытягиваю. Вот у меня получился также бачок. Теперь обрезаю нить и вытягиваю ее. Ну, у меня уже она обрезана, тут хвостик оставался. Теперь соединяю изделие фальш-петлей. То есть мне нужно сымитировать петельку. Я ввожу крючок за первую петлю, которая у меня была провязана за обе перемычки. Протягиваю хвостик свой через них. И теперь вот этот хвостик возвращаю вот сюда, в серединку, откуда он вышел. То есть с изнанки я завожу крючок посерединку, захватываю хвостик и вывожу его наизнанку. Вот так вот сделала обвязку. Теперь вот эти хвосты, особо я их нигде не закрепляю, никакими узлами я имею в виду, а просто беру с изнаночной стороны за стенки столбиков, протягиваю эти хвостики через них, вывожу их на край детали верха, которую я связала, и потом все эти хвостики я спрячу в подошву, и в подошве уже дополнительно их закреплю. Вот так вот скрепляю. Второй точно так же. На лицевой стороне их не видно. И нет дополнительных никаких узлов, то есть дискомфорта ножки не будет. Второй хвостик убираю также. И в итоге у меня остались вот эти вот хвостики длинные, которыми я буду присоединять деталь верха к подошве. Рекомендую детальку отпарить. Как отпаривать, у меня тоже есть видео на канале. Ссылочка будет в инфобоксе, дополнительно вам оставлю. Если вы не знакомы еще с этой техникой, посмотрите, рекомендую, она вам пригодится. Деталь верха готова и отпарена. У меня здесь с одной стороны один длинный хвостик, с другой стороны другой длинный хвостик, к которому я буду присоединять свою деталь верха. Что для начала нужно сделать? Нужно сначала рассчитать, как мы будем ее крепить. То есть ищем границу верха
и высчитаем границу низа прикрепления. Границу верха я определила для себя. Ставлю крючок. Вот здесь у меня будет крепление по косичкам, потому что я буду крепить по вот этой верхней окантовке, которую я делала. Выставляю ровную линию. И у меня получается две границы верхние. Вот здесь вот отсюда я буду присоединять деталь верха. Теперь с деталью верха. Значит, в моей детали было 9 рядов. 9 рядов. Значит, изначально я предполагаю, что я буду задействовать 9 косичек по обвязке. Но у меня есть один ряд обвязки дополнительный, и он прикреплен к косичкам, да, и его я считаю еще за один ряд, то есть 10. Если у вас окантовка будет еще и спереди, значит, это уже будет 11, потому что рекомендую как бы тоже считать вот этот ряд. Это второй момент. Третий момент. Здесь у меня были увеличенные по высоте столбики с одним накидом в двух вариантах, да? Поэтому здесь я буду их разделю их тоже на 2 косички на подошве. То есть в моем варианте получается 9 рядов, 1 дополнительной обвязки 10 и по одной петле на каждый столбик с одним накидом 12. То есть я отсчитываю у себя на подошве 12 косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот эта 12-я косичка у меня будет завершающей границей, то есть границей низа. Ставлю маркер. С другой стороны просчитываю также. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот в эту петельку вставляю маркер. Все, границы я определила. Значит, еще раз считаем количество рядов, обращаем внимание на обвязку, обращаем внимание на увеличение высоты столбика и, исходя из этого, делаем разметку. Рекомендую делать сразу на 2 подошвах, если у вас еще глаз не наметан, чтобы все было ровненько, все было аккуратно, и детали потом, в конце концов, и левая, и правая имели нормальный достойный вид. Теперь начнем присоединение. На моей детали верха очень много коротких хвостиков, потому что у меня была смена цвета. Если вы вяжете одним цветом, у вас такого не будет. Будет только вот 2 хвостика начала и конца. Как убираются? Никаких узлов, хочу вам сказать, вот таких, чтобы соединить 2 цвета, я не делаю, чтобы не было дополнительного объема. Потом просто покажу, как я убираю все эти хвосты. С чего начинаю? Вот у меня первая разметочка. Вот так у меня будет деталь верха. Убираю. Завожу крючок с внешней стороны. Вот так. Захватываю рабочий хвостик и вытягиваю. Вот такое присоединение у меня получилось. Теперь этот же хвостик, работаю с ним, с внутренней стороны стельки, за следующую перемычку завожу крючок, захватываю этот рабочий хвост и вытягиваю его. Присоединять буду первый ряд. Вот у меня первый ряд. Вот это петля первого ряда. Я продеваю через нее рабочую нить. У меня здесь хвостик вытягивается, ничего страшного, потому что потом я его закреплю, никаких подтяжек не будет. Что теперь? Вот эту свою рабочую нить я ее продела через перемычку края детали верха, и я возвращаю теперь его туда же, за ту перемычку, через которую у меня этот хвостик был введен для закрепления. Подтягиваю немножко, но обращаю внимание, чтобы сюда, на эту сторону, на границу, вот эти вот перемычки от детали верха не вылазили, иначе это очень портит вид. Но и тем не менее, чтобы деталь верха не болталась. Далее продолжаю.
в следующую перемычку с внутренней стороны стельки. Рабочая нить. Следующий ряд у меня, вот он, второй, его перемычка крайняя. Завожу крючок, беру рабочую нить, хвостики, чтобы внутри были, надо обращать внимание, и протягиваю через эту перемычку. Потом рабочую нить снова возвращаю в ту же перемычку, из которой он у меня был вытащен. Таким образом соединяю. Следующий ряд у меня третий. Также за перемычку, это ускоряет процесс, да, беру за перемычку, ввожу с внутренней стороны стельки крючок, протягиваю через перемычку и возвращаю нить опять же на сторону, на внешнюю сторону стельки. Вот получается такой шовчик. Дальше. Следующий ряд у меня четвертый. Перемычка. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить и протягиваю. И снова увожу рабочий хвост за ту же перемычку. Работать можно иглой, можно крючком. Тут на ваш выбор, что вам больше нравится, чем вам больше удобнее работать. Далее, следующий у нас идет, что у нас, пятый ряд. И здесь у меня столбик с накидом. Беру первую перемычку, которая смотрит на меня. Также ввожу крючок с внутренней стороны, вытягиваю нить и возвращаю ее обратно. Вторая перемычка у столбика с одним накидом. Захватываю вот эту. Также увожу, вытягиваю рабочую нить и возвращаю ее обратно на внешнюю сторону. Вот бортик получается аккуратненький. Сильно не затягивать, говорила уже, да, чтобы все было ровно и не стягивало само тело подошвы. Также продолжаю все до конца. Теперь обращаю внимание на хвосты. Как я их закрепляю? Я увожу их в тело стельки. То есть вот таким образом завожу за рабочий, тут уже провязанный столбик в моей стельке. И еще раз в следующую перемычку, дырочку вот здесь вот у меня на стельке, и вывожу крючок также в следующую перемычку, то есть повторяю как бы вязание вот этого столбика, который у меня уже есть, и вытягиваю нить. То есть дополнительно он у меня закреплен. Теперь что делаю? Увожу его ближе к центру, где у меня есть соединение стелек, и делаю дополнительный закреп. То есть крючок между прошиванием, вытягиваю через это прошивание и возвращаю на сторону, опять же через центральный стежок. Все, здесь убираю. Это уже стопроцентное закрепление получается, и здесь вот эти хвосты никуда не денутся. С этим хвостиком поступаю точно так же. Увожу его, делаю дополнительный закреп в столбике, вытягиваю нить, все расправляю и увожу эту нить таким же образом, дополнительно закрепляю по центру. Не хочет. Все. И теперь его в подошву. Можно его, конечно, укоротить, чтобы тут длинной этой истории не было. Все, хвостов нет, нигде ничего не торчит. И ничего у нас не
распустится. Продолжаем ряд, встретимся в конце. Я подошла к концу. Вот у меня последний мой ряд с прибавочкой. Вот у меня последняя моя отмеченная петля. Завожу опять же рабочую нить, возвращаю ее. И теперь у меня вот этот вот ряд. Почему так получилось? Потому что здесь у меня был хвостик, а хвостик был с вот этой вот петли, косички набора. И я его начала присоединять как раз к первой петельке, которая у меня была обозначена. А первый ряд у меня уже пошел в следующую. Поэтому получилось так, что все у меня сместилось на один. Я захватываю вот этот вот окантовочный свой ряд за перемычку и просто со смещением на одну петельку уже закрепляю его. С обратной стороны получится точно так же. Сейчас я вам поясню. Все здесь возвращаю. И теперь увожу этот хвост в следующую перемычку. Делаю дополнительный закреп. И что делаю? Делаю то же самое, что я делаю с хвостами, то, что вам показывала. Дополнительно его закрепляю по ходу столбика с накидом. Вывожу. Еще раз закрепляю. Таким образом. Следующий столбик, да, повторяю рисунок столбика. И в подошву также через центральные соединения проведу на другую сторону и сделаю возврат. Ввожу и делаю возврат в следующую перемычку. Соединение, шва соединения вывожу. И все, здесь запущу в подошву немножко, а остальной хвост просто обрежу. Все. Закреплена. Не разойдется, не растреплется, хвостов не видно. Все замечательно. И край у нас получился вот такой вот аккуратненький. Теперь переходим на другую сторону. Здесь у меня тоже длинный рабочий хвостик. Тоже хвосты, которые я буду прятать. Показывать уже этого не буду. Здесь получается, что вот этим хвостом рабочим, так же как и сверху отсюда, я его буду закреплять. Но так как у меня сдвинулось здесь все, да, то вот этот вот закреп я буду делать в следующую перемычку, то есть вот в эту. Завожу, беру вот этот рабочий хвост, закрепляю и буду соединять таким же образом. Вот у меня идет перемычка первого ряда отсюда. Точно так же вывожу нить и возвращаю обратно в ту же самую перемычку. Все. Продолжаю до конца и закончу я вот здесь. С хвостами, если они у вас будут. Здесь с этой стороны, конечно, не очень будет удобно, но убираю таким же образом. Также. Просто это несколько неудобства, потому как у нас уже внутренность оформляется и она как бы закрыта. Но тем не менее сделать можно. Ничего невозможного и сложного, как бы такого криминально сложного здесь нет. Все по тому же образу и подобию. Продолжаем соединение, встретимся здесь. С этими хвостами, которые уже здесь не очень удобно убирать. Это у меня хвостики остались от дополнительного цвета, которым я обвязывала свой вот этот вот вырез, этот внутренний. Я что делаю? Вот сейчас показываю вам. Я увожу их на
другую стельку, которая у меня уходит к полу. И делаю закреп здесь по центру. То есть подвожу к центральному соединению и делаю возвратный закреп. И увожу нить в другую сторону через следующую перемычку соединения. Все, у меня эта нить закреплена. Она, в принципе, как бы большого значения не имеет, ничего там не распустится, это просто цвет, но тем не менее хвост можно уже будет подрезать. С этим вторым хвостиком поступаю также. Подошла к последней своей границе, к носочной части. Также завожу крючок, беру этот рабочий хвостик и закрепляю последнюю петельку. Тут у нас была петля набора. Возвращаю нить за ту же перемычку. Чуть-чуть подтягиваю и делаю далее закреп, как и здесь в конце. То есть за следующую перемычку завожу нить, возвращаю ее в предыдущую, где была закреплена последняя петля детали верха, и уведу ее в тело стельки. Проведу через следующую перемычку. Чуть-чуть подтяну, чтобы здесь дополнительного объема не очень было заметно. И уведу ее уже сюда, в тело стельки. Сделаю стопроцентный закреп по рисунку провязанного столбика на стельке. И уведу здесь наизнанку. И через центр. Вот сюда. И через следующую перемычку в центре выведу ее и спрячу в подошву. Не бойтесь что-то будет деформировано, что-то искривить, что-то нарушить. Не бойтесь. Все это потом восстановится, когда вы все свяжете. Деталь верха присоединена. Окантовочка аккуратненькая получилась. В принципе, можно закончить тапочек и с такими обвязками, с такой окантовочкой. Но я предлагаю сделать еще один дополнительный ряд. Последнюю обвязку, ряд, я буду делать за перемычки, вот эти вот верхние обвязки, верхней стельки. Разницы, собственно говоря, нет, откуда начинать, но для меня, во всяком случае. Я вот возьму отсюда, чтобы показать вам соединение здесь с присоединением. Завожу крючок изнутри стельки, беру нить, протягиваю через косичку, вот эту, хвостик оставляю, а рабочую нить провязываю обычными соединительными столбиками, так называемым тамбурным швом, такой же обвязкой, как мы делали на детали верха. И вот за эти перемычки провязываю весь тапочек по кругу. Здесь на что обращаю внимание тоже, чтобы косички были вывязаны ровненькие, то есть одного размера. Сильно
тянуть, подтягивать нить здесь не нужно по бокам, иначе будет неровность края и деформация края, деформация, собственно говоря, и тапочка. Вот так вот постепенно, потихонечку, контролируя размер стежка, вот этой косички, которую мы вытягиваем, двигаюсь по всему периметру тапочка и обвязываю. Вот сейчас я пройдусь там, где было присоединение у меня, и посмотрим с вами, что у нас будет сбоку. Конечно, можно сразу присоединять и сразу обвязывать, но мне вот не всегда нравится, не во всех моделях такой подход, потому что тут увеличивается несколько объем не так, как хотелось бы, то есть не так, как бы кнутри получается обвязка, а она немножко торчит. Мне это не нравится, поэтому вот здесь вот я решила сначала присоединить, а потом уже делать еще одну дополнительную обвязочку. Так. Вот так вот тапочка у нас смотрится сверху. То есть деталь верха прижата получается дополнительно, не так, как вот как бы с этой стороны одним швом, а уже дополнительным объемом поджата. И вот что получается сбоку. Какой вид. То есть соединительные наши переходы, они ушли как бы на задний план, но и картину не портят. Продолжаю до конца. Встретимся вот здесь вот в начале. Провязала. Вот у меня остается последний промежуток. Вот у меня первая петелька набора и последний промежуточек остался, да, петельку я довязала. Вытягиваю нить, обрезаю хвостик и вот этим хвостиком буду моделировать вот здесь фальш-петлю. Ввожу крючок за обе перемычки первой петельки, захватываю хвостик, вытягиваю его и возвращаю кончик этого хвостика вот сюда в середину, откуда он у меня вышел. Вывожу его вот сюда, откуда я заводила рабочую нить, когда вязала обвязку. Смотрю, подтягиваю ровненько, формирую здесь все. И вот теперь вот это вот расстояние, ой, вот эти хвостики у меня, и вот этот участок мне нужно тоже закрыть, чтобы был вот такой бортик обвязки. Я что делаю? Я беру один хвостик, ввожу его сюда, изнутри завожу крючок и ввожу его вывожу его на внутреннюю сюда поверхность. Второй делаю точно так же. Вот что получилось. И теперь вот эти вот хвостики вывожу на нижнюю стельку. Получился. Один вывела и второй. Вот, вывела их на заднюю стельку. И теперь делаю такой же закреп, как и делала все остальные, через центр. Провожу через центр. И дополнительно закрепляю. Еще раз через центр. Увожу подошву.
Все. Со вторым поступаю так же. И тапочек у нас готов. Ну вот, готовы наши тапочки. Мои точно. Ваши, думаю, что тоже будут готовы. Я надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился. И надеюсь, что вы что-то новое для себя из этого мастер-класса взяли и будете это обязательно применять. Уверена, что вы справились с этим вязанием, с этой моделькой. Что-то, возможно, скреативили по-своему. Я вам дала просто азы и некоторый свой опыт в вязании, в присоединении, в формировании, в расчетах. Пусть это послужит вам хорошим опытом в вязании ваших изделий. По поводу размеров я еще хотела сказать. То, что я говорила, да, стелечка вот идет на 38 размер по расчетам верха, по детальке верха. Здесь я набирала господи, сколько я там уже набирала, не помню. 11 петель основного начала и 1 петля подъема, то есть 12 петель. Про 12-ю петельку не надо как бы забывать, это все равно петля подъема, и она дает объем при присоединении. Ну, даже исходя из этого, если, допустим, у меня было 11 рабочих петель, 12-я петля подъема, здесь у меня по размеру получается 12,5 сантиметров. То есть я вязала образец, чего и вам настоятельно рекомендую. Связать образец. Если же вы вяжете, ну, как бы уверены в том, что ваша плотность вязания соответствует моей плотности вязания, то welcome, как говорится, вяжете чисто по мастер-классу и выходите на свой размер. Если же вам нужно выйти на свой размер какой-то определенный, потому что надо помнить, что даже может быть такое, что 36 размер по длине стельки, но и 38 размер по длине стельки, а верхушка размер может быть совершенно одинаково, потому что объемы стопы у людей бывают разные. Как и на объеме стопы по косточкам, также и на подъеме стопы. Ну вот если, допустим, у меня здесь в 11 рабочих петлях было 12,5 сантиметров, здесь в конечных петлях у меня было 19,5 сантиметров, то есть я рассчитывала все под свой размер. Вы смотрите, рассчитывайте по-своему. Здесь формула идет совершенно простая. Если для кого-то сложно, давайте вот я вам покажу на примере. Например, вы связали образец. Образец, ну, вообще как бы в идеале это 20 столбиков. Без накида связать, набрать 21 петлю воздушной цепочки и провязать 20 столбиков без накида, провязать 10-15 рядов, чтобы уже точно знать, сколько у вас и в высоту будет размер, на какой размер, вернее, в высоту будет выходить объем вашего вязания по плотности. Ну, допустим, если взять пример, что у вас в 10 сантиметрах, то есть вы связали плотность, вы связали образец на 20 воздушных петель, померили его, у вас в 10 сантиметрах, допустим, получилось 9 столбиков без накида, то вам нужно вымерить, вернее, на какой-то определенный размер. Допустим, это будет 13 сантиметров, то есть вот этот начальный носочный размер. И вы не знаете, сколько вам нужно набрать
столбиков. А обычное арифметическое уравнение, то есть вот этот x неизвестное, то есть 9 столбиков без накида умножаем на 13 сантиметров, делим на 10 сантиметров, то есть чего нам нужно вычислить. И у нас что с вами получается? 9 на 13, 27, 9. Так, здесь получается 117. Здесь получается 10. Ну, вернее, не получается, а остается. 117 мы делим на 10, у нас получается 11,7. 11,7 это у нас был неизвестный x, то есть столбиков без накида. Здесь мы можем округлить до 12 столбиков без накида. Но 12 столбиков без накида, тут нужно будет уже опять же смотреть, округлять. То есть не забывать про ту петлю подъема, которая у нас присутствует. Либо мы ее исключаем в своих расчетах, либо мы ее включаем в свои расчеты. Тут уже смотрите сами, тут по вашим размерам, как уже будет для вас в расчетах более удобно. Вот такой обычный расчет. Нет совершенно ничего сложного, все математически решаемо. Ну и, собственно говоря, флаг вам в руки, что называется. Ровных вам петелек. Я благодарна, что вы досмотрели мастер-класс до конца. Будет очень приятно, если вы будете использовать его, применять его. И вашим ножкам или ножкам ваших клиентов будет это приятно. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы в комментариях. Я всегда открыта для общения. Очень люблю отвечать на вопросы, решать ваши проблемы. Это тоже для меня опыт, потому что мы все вяжем разными материалами, разными крючками, руки у нас разные. То есть, как бы, это опыт. Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Вы будете получать уведомления о моих новых видео. И всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока.